Всем привет! Рада видеть вас на канале иммиграционного агентства Beyond Borders. Меня зовут Лера, и я одна из его основательниц. Сегодня я хочу поговорить с вами об одной из самых популярных опций для переезда во Францию. Это виза-визитер, или еще ее называют виза финансово независимого. Почему она популярна? Потому что если вы не планируете учиться во Франции, работать или вести бизнес, а просто мечтаете пожить, наслаждаться французской культурой и французским art de vivre, то есть искусством жить, то эта виза замечательно вам подойдет. Давайте сначала обсудим, как будет строиться это видео, прежде чем я расскажу все детали про данную визу. Для начала мы поговорим с вами, что такое виза-визитер и какие права и обязанности она в себе несет. Во-вторых, мы обсудим, какие категории лиц могут претендовать на данный тип визы. В-третьих, я расскажу, какие документы необходимо подать и какие основные требования предъявляются для заявителей. В-четвертых, мы с вами обсудим, как валидировать данную визу и какой порядок продления. Ну и, наконец, в-пятых, я упомяну, какие есть дальнейшие способы для легализации во Франции. И на этом, я думаю, мы завершим такой полноценный обзор про визу визитера. Если у вас будут вопросы или если вы захотите более подробно обсудить вашу ситуацию, подходите ли вы для данного типа визы, то запишитесь к нам на бесплатную консультацию. Все контакты будут оставлены под данным видео. Итак, давайте начнем с первого пункта. Что такое виза-визитер? Это долгосрочная виза категории D, по-французски «visa de long terme», то есть она дается на срок более 3 месяцев и до года, с возможностью ежегодного продления. Эта виза дает вам право жить во Франции в течение всего срока действия визы, и она дает вам право путешествовать по всей Европе, то есть по шенгенской зоне. Но данная виза не дает вам права работать во Франции или открывать предпринимательскую деятельность. Соответственно, вы должны будете подписать обязательство о том, что вы не будете заниматься никакой профессиональной деятельностью на территории Франции. Но из хороших новостей, поскольку вы не будете вести деятельность во Франции, вы и не будете платить налоги во Франции. Соответственно, вы не становитесь налоговым резидентом и платите налоги там, где вы получаете доход. Ну и, наконец, в дальнейшем эта виза дает право на получение карты резидента, о чем мы поговорим в последней части видео. То есть, по своей сути, эта виза очень похожа на визу цифрового кочевника, то есть программу Digital Nomad, которая существует в различных странах Европы, например, в Испании, Италии и Португалии. Но, на мой взгляд, эта виза несколько шире и охватывает больший круг лиц, заявителей, чем виза Digital Nomad. Соответственно, это подводит нас ко второй части видео, какие же категории лиц могут претендовать на визу визитера. Я бы глобально разделила на 3 категории. Первое – это как раз номады, то есть цифровые кочевники, которые работают удаленно. Вы можете работать в любой компании мира, кроме французской компании, потому что, к сожалению, виза-визитер прямо запрещает вам работать на французские компании или как французский предприниматель. Во-вторых, кроме цифровых кочевников, это могут быть также финансово независимые люди, которые живут на накопление, пассивный доход, допустим, от недвижимости или от инвестиций. Ну и в-третьих, это пенсионеры, которые могут жить как раз на пенсию, либо на тот же пассивный доход и желают провести пенсию во Франции. Давайте теперь перейдем к третьему пункту нашего обсуждения, то есть какие документы и требования предъявляются для получения визы визитера. Список довольно очевидный и простой. Необходимо собрать порядка 10 документов. Вы можете заскринить или остановить видео и подробно прочитать, какие конкретно документы требуются, но большинство из них довольно понятны, и я бы хотела остановиться на 3 основных моментах. И первое важное пояснение, которое я хотела бы сделать, это как доказывать вашу финансовую состоятельность. Глобально есть 2 пути. Через сбережения, то есть ваши накопления на обычных или инвестиционных счетах, или через регулярный доход.
В любом случае вы должны подтвердить, что вы имеете не меньше французского СМИК, то есть минимального размера оплаты труда. Проверяйте актуальную сумму на тот год, когда вы будете подаваться. На 2025 год французский СМИК составляет 1450 евро в месяц или 17 тысяч евро в год. Причем ориентируйтесь на сумму, которая уже после оплаты налогов указывается, потому что во Франции указывается два вида СМИК: брют и нет. Брют — это до вычета налогов, и нет — это после вычета налогов. И для визы визитера вам нужна как раз вот эта вторая цифра, которую я назвала. Вы можете предоставить 3 последние банковские выписки, которые будут либо подтверждать наличие у вас той необходимой суммы годовой, либо наличие регулярного дохода не меньше французского СМИК, который поступает на ваш счет и будет позволять вам жить во Франции. Следующее пояснение, которое я хочу сделать относительно пакета документов, это про наличие жилья во Франции. Вы можете либо попросить, если у вас есть знакомые во Франции, сделать вам attestation d'hébergement. Это официальное письмо от частного лица, которое обязуется предоставить вам жилье во Франции и подписывает данное письмо, предоставляет свой ID и подтверждение, что данное лицо действительно там живет. Это может быть счет за электричество, за воду, за интернет или еще какую-то коммунальную услугу. Второй вариант: если у вас нет знакомых во Франции или нет тех, кто может сделать подобное письмо, может сойти бронь отеля или Airbnb на срок от 3 месяцев, или если вы счастливчик и вы смогли заключить долгосрочный контракт аренды, то, конечно же, это тоже подойдет, но зачастую это сделать очень сложно во Франции, особенно в Париже, и нормальной тактикой является сначала забронировать Airbnb или Booking, или еще какой-то там отель или квартиру краткосрочно, и затем уже на месте найти долгосрочный арендный контракт. Ну и, наконец, для тех лиц, у которых есть недвижимость во Франции в собственности, подойдет свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество. И третье пояснение относительно документов, которые я хочу сделать, это медицинская страховка. Обратите внимание, что это довольно частая причина для отказов в выдаче визы визитера, поскольку очень важно найти правильную страховку. Проверяйте, что это не простая страховка, действующая в вашей стране, а именно международная, которая будет действовать на территории Франции. Покрытие должно составлять, страховое покрытие, не менее 30 тысяч евро в год и включать расходы на госпитализацию и репатриацию. Эта страховка, можете даже искать по поиску в Гугле expat insurance, например. Мы для наших клиентов рекомендуем проверенного партнера, который предоставляет страховку, которая всегда срабатывает с визовыми центрами и консульствами. Поэтому, если вам интересно, запишитесь к нам на консультацию, и мы вас обязательно проконсультируем, как лучше выбрать страховку для визы визитера. В принципе, больше, я думаю, нет таких важных моментов относительно пакета документов. Остальные требования и документы более-менее стандартные и не должны вызвать проблем. Если что, вот еще раз список документов. Показываем его вам еще разок, чтобы вы его заскринили или сохранили где-то, где вам удобно. Ну и давайте перейдем к последней части нашего видео. Предположим, вы правильно собрали пакет документов на визу, все правильно оформили, подали в консульство и получили визу визитера. После прибытия во Францию вам необходимо валидировать данную визу в течение 3 месяцев. Вы должны зайти на сайт ANEF, расшифровывается как Administration numérique des étrangers en France. Мы сделаем вам ссылку под видео на данный сайт. Вы заходите, валидируете и получаете ВНЖ в электронном виде. Будет написано Visa de long séjour valant titre de séjour. Это будет PDF-документ, который в течение 1-го года вашей жизни во Франции будет действовать как ваш ВНЖ. И после 1-го года проживания во Франции по визе визитера вы вправе ее продлить. Получив на этот раз уже пластиковую карту ВНЖ, вы должны обратиться с обновленным пакетом документов в префектуру по месту вашего проживания во Франции.
А затем, через 5 лет проживания по визе визитера с таким ежегодным продлением, вы можете уже запросить карту резидент, то есть долгосрочную десятилетнюю карту резидента во Франции. Обратите внимание, однако, что, к сожалению, виза-визитер не открывает путь к гражданству Франции, поскольку она не предполагает интеграцию через работу, обучение, бизнес во Франции. Соответственно, вам необходимо будет перейти на другой вид ВНЖ во Франции, если вы планируете получать французский паспорт и натурализоваться во Франции. Но в остальном, на мой взгляд, виза визитера — это отличный способ переехать во Францию с относительно несложным и понятным пакетом документов, а также этот статус предоставляет стабильность и гибкость, поскольку вы продлеваете каждый год, а через 5 лет вправе запросить карту резидента на 10 лет. Для тех, кто мечтает жить во Франции, на мой взгляд, это отличный способ сделать первый шаг на пути к этой мечте и окончательно решить для себя, хотите ли вы остаться во Франции надолго или нет. Соответственно, если вам нужна помощь в подготовке документов на данную визу или любую другую визу во Францию, обратитесь к нам, мы обязательно вам поможем и сопроводим вас на этом пути. Всем до новых встреч и пока!